Николай Александрович Козырев из тех ученых, которые решают быть смелыми. Астроном – человек со собственным мнением, чрезвычайно загадочная личность. Многие из его коллег считают его идиотом, потому что не принимают его теорию времени, один из самых крепких гвоздей и гроба классической физики. Но невероятный Роснак популярен во всем мире не с этой теорией, а с его зеркалами. После экспериментов сотни с сотнями людей. Одни выучивали новые языки за считанные минуты, другие отправляли информацию на другой конец планеты, третьи внезапно могли решать сложные математические уравнения. И все это благодаря эффекту зеркал Козырева. Сегодня мы рассмотрим подробности, откуда взялась идея о них и какое это имеет отношение к путешествиям во времени. Добро пожаловать в новый эпизод скрытой реальности. В эпоху Ньютона время было дано Богом. Эйнштейн определяет его как прямая иллюзия и объясняет, что оно зависит от местоположения наблюдателя в пространстве, его скорости движения, а также от гравитации. Теория относительности доказывает, что время – это функция движения еще в 2009 году. Оно проявляется только если есть движение. Хотя кажется немного безумным использовать две полностью противоречащие теории – теорию Эйнштейна и Джона Белла. Теория когительности находит общее между ними и в дополнение с эффектом Казимира решает задачу иллюзии времени. В основе этой теории лежит утверждение, что все есть мысленность. От латинского когита, думаю, материя, атомы, газ, видимое и невидимое. А это очень хорошо соответствует исследованиям русского ученого Николая Козырева, связанными с влиянием зеркал на плотность и ход времени. Прежде чем продолжим, убедитесь, что нажали на колокольчик и подписались на канал. Поклон и спасибо каждому из вас, кто здесь и следит за всеми программами. Для меня это действительно много значит. Мы готовим для вас много сюрпризов, которые, я уверен, вам понравятся. Уверен, что они удовлетворят ваше любопытство и даже больше. Но что это будет, вы увидите. В сентябре 2010-го авторитетный журнал Journal of Personality and Social Psychology опубликовал статью известного американского физика профессора Дарио Бема, специалиста в области социальной психологии, в которой утверждается, что люди могут получать сигналы из будущего. Большинство этих сигналов слабые, но вполне достоверные, подчеркивает автор материала. Выводы профессора основаны на многочисленных опытах с его 1100 студентами. Перед каждым участником был компьютерный монитор, разделенный на две равные части, закрытые шторами, непроницаемыми для света. Мальчики и девочки должны были угадать, на какой из двух половинок есть изображение. Изображения подавались компьютером с помощью генератора случайных чисел. Внимание! Их появление происходило с некоторым запозданием, то есть они появлялись на соответствующей половине монитора через 2,54 секунды после того, как испытуемый говорил, где изображение. Когда изображение имело эмоциональное наполнение, представляло эротическую сцену, например, количество верных ответов было 63% против 50% на других изображениях. Поскольку результаты многих опытов одинаковые, профессор Бенц имеет основание утверждать: будущее отправляет эмоциональный джокер, который некоторым участникам удается поймать. Очень важная деталь заключается в том, что на голову каждого участника было установлено вогнутое зеркало, которое было создано по данным Николая Козырева. В начале февраля 2012 года на Северном Русском острове Диксон начинаются эксперименты с устройствами, известными как зеркала Козырева. Чаще всего они сделаны из алюминиевых спиральных пластин, но существуют и медные, серебряные и другие. Экспериментально доказано, что умственные способности людей, находящихся в фокусе в течение нескольких часов, увеличиваются многократно. Они обрабатывают информацию в 5-6 раз быстрее, и их мозг работает в 3-4 раза лучше, чем в обычном состоянии. Участники опытов с зеркалами Козырева испытывают особые ощущения, участвуют в исторических событиях прошлых веков, перемещают предметы в пространстве без физического контакта с ними, транслируют и принимают мысли на расстоянии, в некоторых случаях телепатическую информацию, а другие имеют странные видения. Оказывается, что зеркала Козырева дают новые возможности для всех нас. 5 октября 1900
1996 года в Санкт-Петербурге племянница известного русского художника Михаила Угринова Наталья Ясельчук входит в ванную своего апартамента. Наполнила ванну, добавила минеральные соли и водоросли и погрузилась в нее. Через 10 минут на одной из стенок вдруг появился образ дяди Миши, нарисованный кристаллами солей и зеленью водорослей, рассказывает она. Пока она спокойно расслаблялась в ароматной ванне, Михаил Угринов искал ее по телефону. Я позвонила ему, и он сказал, что участвовал в интересном эксперименте в этот момент, находясь в фокусе специального устройства зеркала Козырева, и думал именно обо мне, когда я делала СПА-процедуру. Аппаратура, созданная Козыревым, и принципы, которые он использует, материализуют человеческие мысли. Согласно теории Козырева, внутри зеркального помещения изменилась плотность времени, и, возможно, именно это влияет на обостренные сверхчувствительные восприятия. Что особенного в вогнутых зеркалах? Как и плоские, они отражают видимые и невидимые энергии, эфирные, в кавычках, человеческие излучения и даже усиливают их. Тем не менее, вогнутые зеркала имеют одну очень важную особенность. Это их фокус. Это место в пространстве, где пересекаются отраженные лучи. То есть касательная точка, связующее звено, там фокус напрямую. Первыми, кто столкнулся с этим эффектом в научном эксперименте, были флорентийские академики. В 1667 году в массивном совместном докладе, объемном виде отчета о научных исследованиях, они описали, на первый взгляд, странный эксперимент. Размещают заогнутое зеркало на впечатляющем расстоянии от 200 килограммов льда и выясняют, что температура воздуха в его фокусе резко падает. Они делают вывод, что холод излучается как радиация, а из законов термодинамики, которые мы знаем, можем сказать, что не холод проникает в фокус зеркала, а тепло извлекается и выходит наружу. Почему я вам это все говорю? Потому что отсюда следует вывод, что оно передает и принимает информацию. Спутниковые телевизионные антенны работают по тому же принципу. Телевизионные башни, радиоволны, радиочастоты на абсолютно том же принципе. Именно тогда впервые в научной истории были осуществлены два глобальных многодневных эксперимента по передаче информации между людьми, находящимися на расстоянии 1000 километров и не использовавшими традиционные технические средства связи. Вот что рассказывает об одном из этих опытов академик Российской академии медицинских наук Казначеев. Непредвиденный в программе сеанс передачи изображений состоялся на 18 декабря 1991 года. Участник Долгопятов смонтировал пакет с образной информацией с установкой для получения от других участников в эксперименте 20 и 22. Было раскрыто, что элементы этой программы были соответственно восприняты в установленное время и продолжали восприниматься во время следующих сеансов. Анализ числовых параметров сеансов подтверждает реальность одновременного восприятия в многих точках Евразии информации, введенной ранее в информационное земное пространство. Мы приблизились к доказательству взаимосвязи между интеллектуальными полями и к признанию, что человеческий разум способен получать информацию независимо от географии и времени. Согласно академику Козыреву, время материально. Оно переносит энергию со скоростью выше скорости света. Время может вмешиваться в события, снабжать их энергией или наоборот забирать ее. Эксперименты доказывают возможность людей, находящихся в фокусе этих зеркал, принимать и передавать свои мысли. Что происходит на практике? Зеркала Козырева существуют и по сей день, и даже начинают использоваться все больше и больше. Существует множество их вариантов, но чаще всего встречаются в виде кабин. Сверху, снизу, сбоку, везде есть зеркала. И в этом случае этот фокус, о котором мы говорим, где пересекаются точки, это вы. Или люди, которые входят в зеркало, и когда проводится сам эксперимент, происходят довольно странные вещи, если мы вообще можем их назвать странными, скорее нормальные с точки зрения зеркал Козырева, потому что у них есть некоторые эффекты, которые нетипичны для наш быт, так сказать. Российский профессор Ерс Молодашев, о котором у нас есть немало передач об его экспедициях в Тибет,
Рассказывает, что в городе богов он и его сопровождающие наткнулись на огромные каменные конструкции, напоминающие зеркала времени Козырева. Тибетские ламы также называли эти конструкции зеркалами и считали, что человек, попавший под их влияние, видит остаток своей жизни за одно мгновение. По мнению некоторых исследователей, камень способен принимать, стабилизировать и передавать энергию времени. А как утверждает сам Молодшев, в тибетских текстах отмечено, что мысль – это время, а человек мыслит с помощью энергии времени. В труде по поискам города богов группа ученых наткнулась на самую большую формацию пирамид, которые находятся в Тибете, или так называемой священной горе Кайлас. Они насчитали более 100 пирамид и различные монументы, расположенные кругом вокруг центральной пирамиды, высотой 6714 метров. На фоне пирамид выделяются каменные конструкции с выпуклыми или плоскими поверхностями, которые внешне напоминают каменные зеркала. Ученые имели основания предполагать, что огромные каменные зеркала влияют на изменение характеристик времени. В интервью по поводу темы Молдашев рассказывает о чуде тысячелетия тибетские пирамиды. Скорее математической закономерностью они связаны с египетскими и мексиканскими, а также с островом Пасхи, монументом Стоунхендж и Северным полюсом. Согласно Козыреву, время – это энергия, способная концентрироваться или рассеиваться. В его экспериментах был достигнут эффект сжатия времени, поэтому можно предположить, что и каменные зеркала в Тибете обладают этим свойством. Возможно, именно с этим связана странная смерть 4 альпинистов, которые как-то постарели всего за 1 год. Не исключено, что они попали под воздействие каменных зеркал. К этому нужно добавить, что, по мнению многих ученых, пирамиды способны концентрировать более тонкие виды энергии, а в сочетании с зеркалами времени, как их называют, возможно, оказывают сильное влияние на время-пространственный континуум. Поэтому и вся местность Кайлас определяется, и кого бы вы там ни спросили, вам скажут, что она называется так – машина времени. Вероятно, правда, современная наука только начинает осознавать существование этих энергий, и у нас пока нет серьезных прорывов и оборудования для их изучения. Можно только сказать, что те, кто построил зеркально-пирамидальный комплекс Кайлас, очень хорошо разбирались в законах тонких энергий и времени, и наиболее важное, может быть, умели ими управлять. Когда, по вашему мнению, мы научимся подобным вещам? В другом эксперименте один из руководителей проекта, академик Трофимов, рассказывает: мы поместили исследователя в установку, и вдруг внутри нее произошло всплеск плазмоида. Затем, перед началом работы с зеркалом, над нами начинает появляться светящийся объект в виде диска. Он исчезал только когда мы прекращали работать, и так было 7 раз. А потом начались настоящие чудеса. Когда в момент подготовки к передаче мысленных образов мы внесли в зеркало символ Николая Ильориха, знамя мира, испытатель был выброшен каким-то силовым полем. Это было страшно. Мы не были к этому готовы. У нас даже не было устройства, чтобы все измерить. Единственное, удалось зафиксировать, что компас показывает север в другую сторону. Искушение наших исследователей приблизиться к аппаратуре Козырева очень велико, признает профессор Трофимов. Но если приблизишься, возникает животный страх. В 2 часа ночи 25 декабря на Рождество один из нас подошел. Мы почувствовали запах озона. Произошла еще одна вспышка, и затем в пространстве раскрылось ожидаемое внутреннее содержание. Все, кто вошел в зеркала Козырева, увидели огромный поток символов, знаков, светящихся как неоновые надписи. Сначала мы подумали, что это какое-то послание к нам. Искушения в толкованиях всегда велики, но потом мы поняли, что большая часть увиденных символов соотносима с шумерской культурой. Это был исторический миг, проникший в нашу зону. Можно ли экранировать ход времени или наблюдать его? Козырев отвечает положительно на этот вопрос. Систему, регистрирующую время, можно защитить от протекающих вокруг процессов. Экраном могут служить любые твердые вещества, металлические пластины, стекло, керамика. Исследуя экранирование времени в одном из своих экспериментов, он использует очень тонкую стеклянную пластинку с нанесенным на нее алюминием в виде тонкого порошка.
Оказывается, что кроме поглощения может быть еще и отражение времени, причем отражателем является металлическая пластинка. Но что произойдет, если вместо алюминиевой пластинки мы поставим вогнутое зеркало, задаются вопросом ученые. Выходит следующее, что зеркало может собирать и концентрировать свой фокус, соответственно, воздействие времени. Или в данном случае мы получаем временной телескоп, возможно, незаменимый помощник в изучении далеких и более близких космических миров. Год сейчас 1943, а месяц август. Военно-морские силы как раз готовятся провести эксперимент в Филадельфии с кораблем «Эодридж». Планы и разработки принадлежат Николе Тесле и Альберту Эйнштейну. Тесла отказывается от проекта, потому что не хочет, чтобы на реальных людях проводились тесты, пока не будут проведены достаточные расчеты, чтобы выяснить, выживут ли они. Тем не менее, эксперимент был осуществлен, и мы посвятили ему 2 или 3 передачи, полностью его рассмотрев. Что произошло, я оставлю ссылки в описании специально для случая в Филадельфии. Посмотрите, если не видели. Это действительно очень интересно. Цель только одна. Корабль должен оставаться невидимым для радаров. Только что-то пошло не так, и корабль не только становится невидимым, но и на короткое время переносится в другое место. И еще интереснее. В другое время. Перемещается из Филадельфии в военно-морскую базу Норфолк. Интересные и загадочные вещи произошли и с самим экипажем, так как некоторые его члены появились 40 лет спустя после исчезновения, и то не в Филадельфии. В 50-е и 60-е годы 20 века итальянский отец Альфредо Эрнетти делает очень интересное открытие. Он изучает древнюю музыку и, пытаясь восстановить утраченные части старых музыкальных произведений, решает использовать подсказанную Пифагором мысль, что каждый исполненный этюд и произнесенное слово записываются как информация в определенное поле в пространстве, известное позже как акашевые записи, а в научном мире информационная матрица или энергоинформационный потенциал. Хроника отражает, что отец Эрнетти смог создать машину времени и до некоторой степени использовать ее, а назвал он ее хроновизор, о которой у нас также есть очень интересная передача. Снова ссылка в описании, чтобы увидеть, как вещи связаны. Святослав Ларудов делится своим личным экспериментом в зеркале Козырева, которое уже находится в Варне, представительстве русских ученых. С помощью зеркала Козырева можно провести диагностику организма и человеческой матрицы. Оно является овальной формы. Человек сидит на стуле в центре или вне центра круглого помещения. Женщина, которая вышла из зеркала, рассказывает, что видела огни и потом чувствовала, что движет Вселенную. Святослава Рудов вошла в зеркало Козырева. Русский ученый предупреждает ее самой определить, куда именно сесть. Ошеломленная переживанием, журналистка говорит, что что-то высасывает энергию из ее головы и шеи к макушке. Она не ощущает ничего в остальной части своего тела. Затем Рудов чувствует тепло. Как на американских горках она влетает в какую-то черную дыру. Движение быстрее скорости света. И все. Эксперименты с зеркалами Козырева показывают, что все это имеет и лечебные воздействия. В результате экспериментов появилось удивительное устройство – зеркально-лазерная система, которая основана и создана на принципы Козырева. В наши дни эта аппаратура реально используется для лечения людей, при этом некоторые формы психосоматических заболеваний излечиваются с большим эффектом. Люди просто преображаются. Этот метод ученые очень кратко объясняют так. Во время лечения они обращаются к субъективному, индивидуальному, личному времени каждого пациента. Каждый человек является источником времени, постоянно теряет или рассеивает эти потоки. А врачи с помощью специальных экранов на короткое время их собирают. Для этой цели больные помещаются в специальную камеру, оборудованную системой зеркал Козырева, которые экранируют внутренние человеческие поля, не позволяя им рассеиваться. По словам ученых, эти системы позволяют обратиться к внутренним резервам человека, в том числе и к резервам головного мозга. В результате этого память увеличивается, человек начинает лучше запоминать, еще лучше воспроизводить информацию, а также возрастает творческая активность. А академик Казначеев считает, что все это, что происходит вследствие опытов с зеркалами Козырева, является результатом реакции со стороны земного информационного поля на введенные в него человеческие мысли. Но тогда возникает вопрос, откуда она берется?
Насколько сильна эта информация? И можем ли мы использовать это поле? Пустоян. Ответы на эти вопросы вы получите совсем скоро. А до тех пор, если вы не смотрели, я оставлю внизу в описании эпизоды о том, что энергия и информация – это одно и то же. Посмотрите их, все станет еще яснее. Эксперименты Вадима Черноброва. В конце 80 лет русский ученый использовал электромагнитные насосные устройства и смог немного изменить ход времени, достигнув замедления на 1,5 секунды при воздействии в течение 1 часа. В 1999 году выходит его книга «Тайны времени», а в 2001, создав другую модель машины времени, он проводит эксперимент вблизи Волгограда. Через специальные осцилляторы с симметричным кристаллом он замедляет время в экспериментальном поле машины до 10%. Люди, находившиеся в поле, чувствовали себя интересно, как будто они перемещались в другой мир. Для них жизнь протекала и здесь, и там одновременно, словно пространство развертывалось, расширялось. А когда говорим о времени, не можем не упомянуть парадокс близнецов Эйнштейна, который доказывает, что чем быстрее мы движемся, тем медленнее течет время. Теперь посмотрите на самую интересную часть. А если рассмотреть это наоборот, чем медленнее мы движемся, тем быстрее течет время. А если двигаться еще медленнее, если находиться в полном покое, то приходит к выводу, что время будет стремиться к бесконечности. Это будет бесконечно много. Хорошо, если в одной частице, в ничто в данном случае, время стремится к бесконечности и содержит всю информацию, сколько времени ей потребуется, чтобы получить эту информацию? Сколько времени ей нужно, если время стремится к бесконечности, чтобы получить всю информацию, которая у нее уже есть? За одно мгновение, сразу. Это происходит мгновенно. Но тогда вы, естественно, спросите, почему мы тогда не знаем все? Если все приходит сразу, почему у нас нет доступа, и мы уже не знаем все? И здесь возникает один из самых больших парадоксов нашего существования. Если бы мы знали все, есть ли какой-то способ испытать, что это значит, чего-то не знать? Если бы мы знали все, можем ли мы испытать, что значит не знать? Что такое незнание? Это один из самых больших парадоксов. Это парадокс источника или информационного поля, как вам удобнее. И здесь возникает наша роль. Чтобы понять все, необходимо понять определенные уровни незнания, то есть испытать их, исследовать их. Если ты приходишь сюда и уже знаешь все, знаешь, что будет, знаешь, что было и знаешь, что сейчас, будет ли у тебя вообще интерес что-то делать? А разве не сделаешь это немного интереснее? Если забудешь почти все и оставишь себе 1% связи со всем знанием, чтобы иногда напоминать себе, но в целом самому испытать, что это такое, называемая жизнь. Это все равно, что запустить игру и начать с первого уровня в God Mode. Все открыто, все читы использованы, вся игра взломана, и ты получаешь все, что хочешь в игре. Сразу. Сколько времени вы будете играть в эту игру, прежде чем она вам надоест? Сколько времени будем играть? 1 неделя, 2 недели, а потом мы перезапустим. Подумайте. То есть, чтобы получить всю информацию, нужно испытать все возможные состояния, при которых у нас нет полного знания. Это информационное поле такое же, к которому можно прийти через зеркала Козырева, через медитацию, в наших снах, через интуицию, дежавю, регрессию, прогрессию и так далее. В любом случае, это информация из источника о нас самих в текущий момент, в зависимости от нашего текущего выбора. То есть как направление, как путеводитель, как указатель. Чем больше тренируемся в этом направлении, тем больше осознанно сможем понимать, как действует энергия и информационное поле. Каковы возможности этого информационного поля? Бесконечно много. Сколько у нас туров? Забыли, кто мы, и здесь. Чтобы вспомнить это снова. Исследуя жизнь как следопыты во имя каждого и всего.
Большего смысла, чем это, нет. И всегда то, чего все мы хотели, это очень хорошо вспомнить, кто мы на самом деле. Спасибо.